Перед началом просмотра рекомендуем тебе заварить чашечку кофе, разломить свежий круассан и представить, что за окном не серая реальность двора, как у админа, а лазурный берег Франции. Представители именно этой страны станут главными героями очередного титульника UFC. Юбилейный 270-й ивент станет первым номерным в 2022 году, а перед началом мейн-ивента октагон придется укрепить. На арену выходят тяжеловесы. Ну что, готов к прогнозу на битву между Нгану и Ганом? Тогда ждем твой сокрушительный как удар Фрэнсиса лайк, подписку на MMA Express, комментарий и погнали. Как ни странно, оба крайних противостояния бойцов завершались примеркой ими новых поясов. Вот только у хищника пояс полноценный, а Ган пока может похвастаться только временным. От подобного когда-то презрительно отказался Гэджи. Сейчас же Джастин отказывается биться со всеми, кроме Махачева. Если хочешь ролик об этом, сообщи. А Ган, в свою очередь, поясом дорожит, хоть и заявляет, что хочет получить его полноценную замену. Камерунец к своему второму тайтл-шоту шел достаточно долго, вырывая с корнями сорняки со своего пути. Фрэнсис добрался до долгожданного реванша с Миочичем. Выходил на него Нгану явным фаворитом, хоть и любимцем фанатов не был. Сложно не притапливать за Стипи, согласись. Но на деле все вышло так, как предсказывали букмекеры. Миочич пошел в тупой размен, завершившийся не в его пользу. Комбинация ударов от камерунца оказалась для Стипи подобием музыки и спокойной ночи малыши. Очнувшись, американец увидел свой титул на прессе Нгану. У Гана же ситуация схожая, вот только он никого не реваншировал. Француз браво подобрался к тайтл-шоту, вычистив дивизион чуть ли не полностью. Причем бился Ган достаточно часто, что отличает его от того же Нгану, и за свое трудолюбие Сирил был вознагражден боем с Дериком Льюисом. Как Льюис умеет удивлять, тебе подробно расскажет один русский Драго. Но Ган Дерика даже не почувствовал. Постепенно уничтожая соперника в стойке, уже в третьем раунде француз устроил американцу декласс. Пассивный дефенс послужил сигналом рефери к остановке поединка. Ган чемпион, пусть и обладает вакантным поясом. Дерек, ну что же, ждем реванша с Саней. Забавно, что когда-то парни тренировались друг с другом, да и вообще, если ты не знал, то два лучших тяжа современности вышли из-под крыла одного тренера. Фернанд Лопес сначала занимался с Фрэнсисом, а после начал тренировать Гана. В интервью коуч говорит, что Нгану и Ган два абсолютно разных по ментальности бойца. Фрэнсис по-спортивному злой и реально может ненавидеть соперника, что видно по его добиваниям. Ган же с оппозицией дружит и врагами их не считает. Но Лопеса жестко кинули. Камерунец никогда не упоминал тренера в интервью, редко ему платил и не был ему благодарен. Ган же тренируется у француза и по сей день, что дает свои плоды. Но как сами спортсмены относятся друг к другу? Фрэнсис Нгану. Сирил великолепный и опасный соперник, но не на уровне того же Джона Джонса. Это кардинально разные бойцы. Джонс куда опасней Гана. И нет, я не буду испытывать дискомфорт от того, что знаю Сирила. Выступление – моя работа, и за это я получаю отличные деньги. Сирил Ган. Меня не пугает его нокаутирующая мощь. Посмотрите на моих предыдущих соперников, да на того же Льюиса. Он разве слабо бьет? И что ж с ним стало по итогам боя? Пересмотрите бой, там я бил с разных дистанций, и это не доставляло мне никаких проблем. Я тоже могу сильнее ударить, но мой плюс в том, что я быстрее их всех. Он опытнее, но бойцовский IQ у меня выше. На тему противостояния Гана и Нгану высказался даже Хабиб. Сирил Ган – лучший тяж в мире. UFC интересен Нгану, потому что Нгану всех вырубает. Но как боец ММА Ган сильнее. Вполне возможно, что наш прогноз вас несколько удивит. Нгану идет слабым, но фаворитом. Забавно, что даже против многолетнего чемпиона Миочича на хищника давали кэф куда меньше. Букмекеры понимают всю опасность Сирила, поэтому и позиционируют его как вполне равного соперника. На наш взгляд, бой пройдет в стойке. Ну не могут эти парни перейти в унылый партер, просто не могут. Да, вполне возможно, что в плане ударки мы увидим не самое яркое противостояние.
противостояние. Нгану должен быть готов и к чемпионской дистанции. В ММА Гана еще не пробивали. Физически он заряжен, а топовое кардио позволит биться все 25 минут в равном и быстром темпе. Фрэнсис же после провальных противостояний с Льюисом и Миочичем кардио вроде бы подтянул, но на деле этого видно не было, его руки действуют как снотворное, ведь сразу после ударов оппозиция засыпает. И происходит это, максимум во втором раунде, так что здесь 100% преимущество за Ганом. Если бой пройдет все 25 минут, только чудо позволит Фрэнсису победить. Но что, если битва не будет продолжительной? Кто кого вырубит? И здесь все не так однозначно. Да, мы прекрасно понимаем, что удар Нгану сильнейший в истории UFC. Да, он вырубал Стипе, Веласкеза, Оверима и других статусных парней, но Ган другой уровень даже по сравнению с этими легендами. У Сирила прекрасный футворк. Он, если и подставляется под удар, то делает это специально, дабы впоследствии провести свою комбинацию. И вполне возможно, под удар Нгану он подставляться не будет. Это не означает, что Фрэнсис вообще не будет попадать. Он в конце концов не против Хамзата выходит. Ган может попробовать и зарубиться. Все, что нужно Сирилу, дать понять, что для него удары не опасны. А дальше сам Ган начнет работать первым номером, перебивая чемпиона. Как вы поняли, мы рекомендуем поставить на победу Гана. Аргументы очень просты. Непробитый подбородок, прекрасная выдержка, лучшее кардио, умение работать со всех дистанций и более искусный ударный арсенал. Надеемся, мы тебя убедили, ведь кэф на его победу в районе двойки. Ну что, согласен с прогнозом или ждешь очередного нокаута от хищника? Делись своим мнением в комментариях, не забывай про подписку и колокольчик, этим ты нам очень поможешь. До скорого!